Поднимаемся к нашему транспорту. На акустических измерений не так много было. Это надо вырезать. Поиски длились, наверное, месяца полтора-два. Делать специально транспорт тише, закладывать туда больше материалов, нет в этом смысла. Был такой вопрос, да? У нас нету рельса со стыками. Не знаю даже, что сказать. Но он настолько тихий, что мы его не слышим. К счастью, у нас такого еще не было. Легкая радость, конечно, есть. Радуюсь от того, что то, к чему стремились, мы получили. Добрый день, зовут меня Владимир Александрович, я начальник группы динамики систем КБ расчета машиностроительных конструкций. Сейчас мы находимся на испытательном полигоне UST. Приехали сюда для того, чтобы провести виброакустические испытания нашего транспорта. Видимо, это акустическая камера, или как еще называют, акустическая решетка. Устройство, которое позволяет визуализировать звук. Цветная градация показывает нам наиболее громкие участки пространства, наиболее тихие участки пространства. То есть устройство состоит из 64 микрофонов, которые одновременно работают и синхронно записывают в режиме реального времени звук. Если мы говорим про измерение, которое выполняется именно акустической решеткой, то мы размещаем ее в салоне. И постепенно, метр за метром, все это записывается, и потом данные сохраненные мы отвозим в офис и уже постепенно смотрим. Смотрим, где какие децибелы возникают, где какой спектр, анализируем и делаем выводы. Стандартные сертификационные испытания проводятся при помощи стандартного оборудования. Это микрофоны, которые записывают эквивалентный шум. Сейчас же при помощи акустической камеры мы пытаемся найти источник звука, потому что стандартный микрофон, он показывает лишь уровень звукового давления в салоне. И этого достаточно для того, чтобы получить сертификат, либо не получить сертификат. Но ни один микрофон не покажет расположение источников шума внутри салона. Для этого мы используем камеру. Постепенно, квадрат за квадратом проверяем все пространство, находим те части акустического пространства, где звук имеет наибольшее давление. Затем эта информация передается разработчикам, инженерам, а также в наш научный отдел, где это все анализируется, предлагаются какие-то решения, часто нестандартные. И все это мы используем в наших разработках для того, чтобы повысить комфорт наших пассажиров вот за счет снижения шума и вибрации. На самом деле все источники в основном находятся над нами. То есть это колесо рельс, это инвентор, это электродвигатель, это гидравлика, которая щелкает периодически, тормозная система и все остальное. А то, что проникает в салон, это шумы извне. Поэтому мы должны именно определить, через что они проникают, найти пути их проникновения. А сами шумы отдельно каждых агрегатов мы изучаем либо в лаборатории, либо по отдельности. Записываем спектр, записываем частоту, затем замеряем внутри салона, сравниваем и таким образом пытаемся получить источник. Найти самый громкий из источников и его исключить, либо как-то уменьшить. Салон у нас сделан по классической схеме. У нас нет необходимости шумить больше салон, ведь чем больше шумоизоляции, тем тяжелее становится транспорт, тем больше пространства съедается самой шумоизоляции. Ведь физику не обманешь. Если мы хотим как можно больше поглотить шум, мы должны как можно толще сделать шумоизоляцию, скрыть это все под корпусом. Мы лучше это пространство оставим нашим пассажирам. По сравнению с трамваем, с классической железной дорогой, с любым подвижным составом, у нас большое преимущество. У нас нет рельса со стыками. У нас гладкий, ровный рельс, который расположен над нами. Он провисает, он демпфирует во многом. Поэтому у нас очень огромное преимущество. Честно говоря, после замены подвески на более плавную, на пневматическую подвеску, мы улучшили существенно плавность хода, но возник вопрос с шумом. То есть шум вырос примерно на 4-6 дБ. Это очень большое значение. Поиски длились, наверное, месяца полтора-два. Нашли источник. Это был акустический мостик между тяговым модулем и пассажирским модулем, который проходил через
крепление амортизаторов. Ну, дали свое заключение, дали рекомендации по установке специальных демпфирующих устройств вокруг подвески. Ну и улучшили тем самым звук. Есть требования законодательства, которое 80 дБ, транспорт должен быть внутри и снаружи. И все к нему стремятся. То есть делать специально транспорт тише, закладывать туда больше материалов, удорожать стоимость, увеличивать массу, специально нет в этом смысла. Есть СНИПы, есть требования. Мы знаем, что 80 дБ при длительном воздействии шума безопасно абсолютно для человека. Самый тихий транспорт, по крайней мере, из тех, что мы замеряли, находится в Арабских Эмиратах. Это Карат, это наш флагман. Уровень звукового давления, это то, что мы называем шумом, он в каких-то местах сливается даже с фоном. То есть у нас нет каких-то отлаженных совсем путей. Ну, такое бывает постоянно, особенно в инновационной компании научной. Все пути новые ищем. Вообще, когда мы идем на испытания, мы готовимся к ним, мы, в принципе, уже должны знать, что мы увидим, что мы не увидим. Но радуемся того, что то, к чему стремились, мы получили.